Роберт Дауни-младший – актер, продюсер и музыкант. Родился в самом богатом и известном районе Нью-Йорка – Манхэттене 4 апреля 1965 года. Сейчас он широко известен по роли Железного Человека во вселенной Марвел. В 2013, 2014 и 2015 годах Роберт возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по версии Forbes, а в августе 2018 года Дауни занял третье место, заработав за 12 месяцев $81 миллион. В 2022 году его состояние составляет $300 миллионов или 21,5 миллиард рублей. Фильмы с участием актера собрали по всему миру более 14,5 миллиардов долларов, что в рублях более триллиона. Звезда Марвел, безусловно, является одним из самых успешных актеров за всю историю. Но мало кто знает, какой путь он проделал по дороге к вершине киноиндустрии. Шоу-бизнес пришел благодаря родителям, а точнее в возрасте 5 лет Роберт сыграл в фильме «Загон», который продюсировал его отец. Сюжет киноленты крутился вокруг 18 собачек в обнесенном проволокой загоне, которые терпеливо дожидаются, усыпят их или все-таки возьмут в хорошие руки. Роли животных исполнили люди, а Дауни в фильме изобразил щенка. Родители не захотели останавливаться на достигнутом, да и Роберту понравилось проявлять свои таланты, после чего последовала длинная череда ролей второго и третьего плана, самые заметные из которых в фильмах «Крошка, это ты», а также «Перворожденный», в котором он познакомился со своей первой любовью, партнершей по фильму Сарой Джессикой Паркер. Они были вместе с 1984 по 1991 год, но до свадьбы дело не дошло. В возрасте 20 лет, в 1985 году, Дауни-младший на один сезон присоединился к команде, выпускающей популярнейшее американское телешоу субботним вечером в прямом эфире. После опыта на телевидении он окончательно решил связать свою судьбу с кинематографом и переехал в Голливуд. В 1987 году Роберт Дауни получил ведущую роль в комедии Джеймса Табека «Специалист по съему». После нескольких работ в подростковых комедиях Дауни заявил о себе ролью подростка-наркомана в фильме «Меньше чем ноль» 1987 года. Тогда-то его и начали замечать крупные режиссеры. Ближе к началу 90-х Дауни становится востребованным актером, в частности благодаря ролям в фильмах «Эйр Америка» 1990, «Большая пена» 91 года и «Прирожденные убийцы» 94 года. Тогда же актер вступает в первый брак с певицей и моделью Деборой Фалконер. Вместе они были с 92 по 2004 год. 7 сентября 93 у них родился сын. Назвали они его Индио. В 1992 году, когда на экраны вышел фильм Ричарда Аттенбора «Чаплин», в котором актер сыграл легендарного комика, актерская игра Дауни-младшего заслужила высокие оценки, и он удостоился премии BAFTA за лучшую мужскую роль, а также был номинирован на Золотой глобус и Оскар в категории «Лучшая мужская роль». Обе награды в тот год ушли к Аль Пачино за роль в фильме «Запах женщины». Но критики и публика назвали Роберта Дауни-младшего одним из самых многообещающих актеров молодого поколения. Однако в этот период у актера возникает наркотическая зависимость, в результате которой после череды громких скандалов его увольняют со студий, где он был занят на съемках, а суд за хранение героина, кокаина и оружия приговаривает его к тюремному заключению. В результате в 1996 году он был осужден и на 16 месяцев отправился в тюрьму Лос-Анджелеса. По словам самого Дауни, его знакомство с марихуаной состоялось еще в детстве, в возрасте 8 лет и не без помощи отца. Давай. Пап, может, не надо? Ты это вот своим компашке скажи. Знаю я их. Подсунут тебе какой-нибудь доместос, потом будешь всю жизнь воробьям фиги показывать. А так лучше при папке давай. Из-за наркомании он развелся со своей первой женой Деборой. Переломным событием в жизни Дауни оказалось знакомство с продюсером Сьюзан Левин в 2003 году на съемках триллера «Готика», где он сыграл вместе с Холли Берри и Пенелопой Круз. Пробыв 2 года в отношениях со Сьюзан, ради любви к девушке, Роберт прошел очередной курс лечения в Лос-Анджелесе и, окончательно излечившись, сделал ей предложение руки и сердца. 7 февраля 2012 года на свет появился Экстон Элиас Дауни, а 2 года спустя, 4 ноября 2014 года, у пары родилась дочь Эйвери Рояль Дауни. Игра актера также получила лестные отзывы после выхода комедийного детектива «Поцелуй на вылет» в 2005 году. Параллельно с этой работой Дауни-младший выпускает альбом песен собственного сочинения и исполнения под названием «The Futurist».
Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Выходом альбома Роберт Дауни-младший показал публике свои великолепные вокальные и музыкальные таланты. В 2006 году его исполнение роли Лайонела, который вступает в связь с героиней Николь Кидман в фильме «Мех», получило самые восторженные отклики кинокритиков. Однако самый значимый этап в карьере актера наступил после утверждения на главную роль в фильме «Железный человек», за который он заработал скромные $500 тысяч, а в рублях 36 миллионов. Неплохо. Изначально роль предлагали Тому Крузу. На момент выхода первого «Железного человека» Том был, несомненно, намного более популярным, чем Роберт Дауни-младший, которого поначалу даже не хотели брать на эту роль из-за его не самого идеального прошлого. Круз на тот момент уже участвовал в одной большой серии фильмов «Миссия невыполнима», и как это часто бывает с большой звездой, Том решил прибавить нолик к своей зарплате в контракте, а также сверху накинул процент от сборов, на что Marvel просто не смогла пойти. Ведь на тот момент это был только первый шаг на пути к пьедесталу самых успешных кинофраншиз, и Marvel не могли позволить себе большие траты на гонорары актеров. Том Круз не расстроился и просто отказался от дальнейших переговоров. После успеха «Железного человека» Я Железный человек. киностудии начали забрасывать Роберта Дауни-младшего различными предложениями. Актер стал суперизвестным, и каждый проект с его участием был ожидаемо успешным. В 2008 году выходит фильм Бена Стиллера «Солдаты неудачи», в котором рассказывается история актеров, попавших на настоящую войну, но считающих это всего лишь съемками. Дауни-младший сыграл в фильме Кирка Лазаруса. Но настоящим тяжеловесом считается обладатель премии «Оскар» Кирк Лазарус. Блестящий австралиец, известный своим вызывающим поведением за кадром, знаменит тотальным погружением в каждую роль, которую он исполняет. Который ради новой роли изменил пигментацию своей кожи. Блистательная игра актера принесла ему приз Британской академии. Он больше не пережимает с дебилизмом. Появилась сбалансированность, и публике нравится. А также номинацию на «Золотой глобус» и вторую номинацию на «Оскар». Заполучить награду не удалось. Приз был посмертно отдан Хиту Леджеру за фильм «Темный рыцарь». Но годом позже за игру в фильме «Железный человек» Роберт становится победителем Сатурна, кинопремии, которая вручается Академией научной фантастики. Вручение когда будет? Сейчас. Держи. Надо же. Так просто. Боже, она выглядит как вещь. Ее-то мне и не хватало. В конце 2009 года на экраны вышел фильм Гая Ричи «Шерлок Холмс», где в паре с Джудом Лоу, который играет доктора Ватсона, Роберт исполнил роль знаменитого сыщика Холмса. Первый же уикенд фильм побил все рекорды по кассовым сборам в своем жанре, заработав 63 миллиона. А Роберт Дауни-младший получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль, комедия или мюзикл». Ватсон, что вы натворили? В 2010 году вышел «Железный человек 2». После очередного успеха в прокате, Роберт, нащупав золотую жилу, подписывается на участие в третьей части фильма и в «Мстителях», обеспечив себе первые места в списке самых больших зарплат в киноиндустрии. В 2011-м вышла вторая часть фильма про Шерлока «Игра теней», где герой Дауни-младшего борется с профессором Мориарти. А год спустя на широких экранах появилась лента «Мстители», за которую он получил $50 миллионов или 3,5 миллиарда рублей. При том, что кое-кто из его коллег заработал всего лишь $200 тысяч или 14,5 миллионов рублей. Конечно, этот кто-то не очень-то рад такому раскладу. Мало кто обрадуется ситуации, в которой вы с напарником выполняете практически одинаковый объем работ, а он получает зарплату в 240 раз больше. Мы ж в Голливуде. Но ситуация с первым «Железным человеком», когда актера Терренса Ховарда, который возмутился и стал просить повышения гонорара, быстро заменили До лучших времен, брат. на Дона Чилда, Роуди? Что? Когда ты приятель? Это я, верно, смирись. дает понять, что с Марвел шутки плохи. Тем не менее, поговаривают, что Крис Хемсворт не побоялся увольнения и выторговал себе 15 миллионов за этот фильм. Думаешь, я в игры играть пришел? А завершающая часть трилогии о Тони Старке, «Железный человек 3», принесла актеру $40 миллионов. Кстати, на протяжении многих лет Дауни-младший практикует боевой стиль ушу Вин Чунь.
В 2015 году вышел фильм «Мстители. Эра Альтрона». Роберт Дауни-младший благодаря съемкам в этой ленте возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2015 году. За этот фильм его гонорар составил $40 миллионов. Удивительно, но на втором месте по размеру гонорара оказалась Скарлетт Йоханссон, которой роль Черной вдовы обеспечила $20 миллионов. Коллеги Дауни-младшего и Йоханссон по съемочной площадке получили в разы, а то и в десятки раз меньше. Крис Эванс, он же Капитан Америка, заработал $7 миллионов. Джереми Реннер, Соколиный глаз, $6 миллионов. Тор заработал $5,5 миллионов, а Марк Руффало $2,8 миллиона. В завершение третьей фазы Marvel возвысили и без того внушительные гонорары актера до небывалых высот. Не зря, так сказать, всю жизнь пахал. Мстители. Война бесконечности и Мстители. Финал пополнили кошелек актера в сумме примерно на $200 миллионов, что в рублях равняется 14,5 миллиардам. Остальные актеры тоже неплохо наживились на франшизе, но, конечно, в разы скромнее. Ведь именно Роберт Дауни-младший и его блистательная игра дала толчок суперуспешной киновселенной Marvel. Скажу честно, я железный человек. Железный человек. В своей актерской карьере Роберт Дауни-младший в общей сложности принял участие в 87 проектах. После завершения работы со студией Marvel, актер по сути обеспечил себя и своих детей пожизненно, но он продолжает работать и радовать своих фанатов. В 2020-м его можно было заметить в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Критики не оценили работу Мэтра и выдвинули его на антипремию «Золотая малина» в номинации «Худшая мужская роль», а также «Худший экранный ансамбль». Актер и дальше не планирует сидеть без дела. Его можно будет увидеть в третьей части Шерлока Холмса, а также еще в нескольких проектах под названием «Звездный уикенд» и «Оппенгеймер». Пиши в комментарии, о каких актерах ты бы еще хотел узнать. До встречи в следующем видео.